Мы живем в России. Наш герб — двуглавый орел с золотыми державой и скипетром. На груди орла Георгий Победоносец, храбрый защитник от сил зла. Флаг России сшит из белого, синего и красного полотнищ. Наша столица — Москва. Россия такая большая страна, что раскинулась сразу и в Европе, и в Азии. А в южной части Уральских гор находится республика Башкортостан. Люди поселились в этих местах в очень древние времена. Недавно археологи нашли здесь целую страну городов. А ведь эти города — ровесники египетских пирамид. С давних времен башкиры хранят свои обычаи и традиции. Каждую весну они празднуют пробуждение сил природы — Каргатуй. Под деревьями раскладывают узорчатые скатерти, а после трапезы кормят птиц, приговаривая: «Угощайтесь, и на будущий год опять прилетайте». И, конечно же, башкиры помнят и рассказывают свои народные сказки. И каждая из них как драгоценный камень-самоцвет. Давным-давно в одной башкирской семье родилась девочка-красавица по имени Галия. Мать не могла на нее нарадоваться. Пела ей песни, дарила украшения. Но однажды темной ночью забрался в дом злой волшебник Дев. Утром родители удивились, погоревали, но решили, что это Галия, ведь на ней были материнские бусы. Подкидыш вырос страшной уродиной, капризной и жестокой. Дома она лежала на постели, дрыгала ногами и все время орала. Она обижала соседских детей и больше всего мальчика Юмагула. Прошло время. Юмагул вырос и стал красивым юношей, помощником своей матери. Отправился он как-то в лес за хворостом. Присел на пенек, достал лепешку, только собрался съесть ее.
Не пожалел Юмагул для суслика даже последней лепешки. Долго еще шел Юмагул по лесу, заблудился и вдруг видит шалаш. Открыл глаза Юмагул, а перед ним девушка, очень красивая. «Давай, — говорит Юмагул, — с тобой дружить!» А та в слезы. А потом показала Юмагулу свои ноги, а одна нога оказалась птичьей. И рассказала девушка, что зовут ее Галия, и что в детстве ее, как и многих других детей, похитил злой волшебник Дев. Спасибо. Этот Дев варил в своей пещере страшное зелье и обливал им украденных детей, а потом ударял о землю волшебным посохом и превращал бедных детишек в маленьких беспомощных птиц. Дев собрался извести род людской, чтобы стать хозяином всех земель. Но на Галию случайно попало лишь несколько капель зелья, и только одна ее нога стала как у птички. «Пойдем, — говорит Юмагул, — ко мне в деревню. Будешь жить среди людей». Согласилась Галия. Но увидала их уродина, крик подняла: Девушка с птичьей ногой! Гоните ее из нашей деревни, а не то она принесет нам беду! Послушались ее люди и прогнали Юмагула и Галию. Не знают Юмагул и Галия, что делать теперь. Вдруг появился суслик, да и говорит человеческим голосом: «Знаю я, где живет злой Дев. Покажу вам дорогу, и вы сможете вернуть Галие человеческий облик. Но не просто будет это сделать». И вот вошли они в пещеру, полную черных мертвых деревьев. Не знают Юмагул и Галия, как между ними проскочить. Показал им суслик, как это сделать. И смело бросились Юмагул и Галия вперед. А в следующем подземелье обрушились на них ледяные потоки воды. Но опять суслик им помог. Маленький, а всю воду выпил. А в третьей пещере огонь пылает. Страшный жар грозит уничтожить все живое. Да пригодилась выпитая сусликом вода. И оказались они в глубоком подземелье, где жил сам Дев.
И пока Дев спал, решили они выкрасть волшебный посох. Увидел Юмагул, что вымок Дев в своем зелье, да и ударил волшебным посохом о землю. Открыли Юмагул и Галия клетку, ударили о землю посохом и превратили птиц обратно в детей. Тут же и птичья нога у Галии опять стала человеческой. Привели Юмагул и Галия всех детей в деревню. То-то было радости. Подвел Юмагул Галию к ее родителям и говорит: вот ваша дочь. А родители не понимают ничего. Выбежала вперед уродина, кричит: Это я дочь, я настоящая дочь. Ишь, чего выдумала? Я настоящая дочь. А вы пошли отсюда прочь, прочь! Не слушайте ее, я настоящая дочь. Дотронулся до нее Юмагул волшебным посохом. Потом, конечно, и свадьба была, но про свадьбу можно до утра рассказывать.